Сегодня 20 ноября, черный день календаря. 20 ноября 1948 года я была арестована и привезена на Лубянку. 65 лет назад ровно, да? Это 65 лет прошло. Ё-моё, я еще живая. С ума сойти. И каждый год, за исключением 3 последних, я приезжаю сюда просить у родителей прощения. Потому что 20 ноября 1948 года кончилась наша счастливая, спокойная жизнь. А как его звали? Радойца. Имя, да? А фамилия? Ненезич. Он черногорец. Он отучился в Белграде 1 курс, и началась война. Их было, кстати, очень много во всех академиях. Абсолютно больше всех училась Югославов. Конечно. Я знаю, что он во мне нашел. Вот это для меня была загадка. Сначала это была забавная девочка, которая изображала из себя взрослую, вот учительницу взрослую, поправляла, где неправильно он говорил. Мы встречались, как правило, у Красных ворот. Потом с нами милиционеры уже здоровались, и если я шла, мне говорили: а твой уже приехал, или твоего еще нету. Так же ему говорили. А потом он мне сделал предложение. В посольстве он узнал, что по их закону браки заключаются с 16 лет. Он пошел к Владу Поповичу, послу, с которым вместе воевали, рассказал свою историю, тот проникся, и мы там расписались. В посольстве? Ну да. У него был стройный план. У меня этого не могло быть, что я забеременею, а рожать я поеду в Югославию и там останусь. Ну и дальше события приняли, наконец, тот разворот, о котором вы все интересовались. Это было под Новый год. Уже Радойца закончил академию. Им ставят условия, чтобы они немедленно уезжали на родину. Они не знали, что уже подписан закон с обратным действием, запрещающий браки с иностранцами. Он не обнародован был. И мы едем во Внуково. 3 горе-вдовы и 3 вот здоровых мужчины, бессильных что-либо изменить в своей собственной жизни. И когда за ними закрывается дверь, это военный самолет, какие удобства там. Вот это было как крышка гроба. Но в Москве еще есть Академия Генштаба. Еще когда Радойца был здесь, в какой-то компании я познакомилась с женой военного атташе. И однажды она мне звонит и говорит: нам надо встретиться. Мы встретились. Она говорит: идем на улицу, будем говорить на улице. Я уже боюсь и дома говорить. И говорит мне, что в итальянском посольстве работает одна женщина, ее зовут Бьянка. И она, ее же мужа уже тоже посольство закрыто. Она уже в таком же положении, как и мы, только в официальном положении. И я, говорит, через нее посылаю тоже письма.
давай пиши письмо, вот можешь писать вот все, что ты хочешь, не боясь, потому что это надежный человек. И я пишу письмо. О чем? Не поступить ли мне на курсы итальянского языка, чтобы потом поехать в Италию и через Дубровник попасть в Югославию? Ну, серьезный человек, сколько лет нужно учить итальянский? Меня это не тревожило, мне важно было с ним встретиться. Я ничего не было, но все подробно расписываю. Ну, а дальше мы как раз приступили к тому самому судьбоносному дню. День этот был 20 ноября. В этот день тогда отмечался 48-й год, День артиллерии. И я закончила только маме прическу делать, и раздался стук в дверь. И открывается без стука вторая дверь, и они появляются. Появляются их трое. Главный татарин, немая сцена, как вы понимаете. И он, оглядев нас, подает отцу этот ордер. Тут я вижу, как вот кровь уходит от лица. И человек белоснежный становится. Я еще не понимаю, в чем дело. И мама не понимает, но мы как зомбированные молчим. И он мне говорит, поворачиваясь, этот татарин, он не говорит, что я арестована. Он мне говорит, вам надо собраться и проехать с нами. Тогда мама вступает. Куда это с вами и кто вы такие? И тогда отец подает ей эту бумагу. Тогда мама становится такая. Как-то она быстро так берет себя в руки и идет к шкафу. Он ей говорит, вы куда? Она говорит, теплый свитер ей дать. Он говорит, зачем ей свитер? Мы ее привезем вечером. Не знаю, говорит мама. О, Господи, я ей благодарила каждый день, каждую ночь, что мама сказала, нет, 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 ну-ка шубку одень. Это вы, да? Да. Разве вы дадите мне здесь 18 лет? Дадите? Это вот справа то пальто, да, которое вы хотели надеть? Да, вот я в нем и собралась. А слева это как раз вы в этой А шубке. это шубка, шубка, видите, ее не видно, черная и черная. И спасибо, что я в ней пошла. Если бы Лефортово бы не было этой шубки, я ноги в рукава и таким образом спасалась от холода. Но уже январь холодный. И я одела эту шубку. Но все равно одела шляпу к этой шубке. Я вам фотографию покажу, в каком виде я туда появилась. И меня увозят. Мама говорит, подойди ко мне. Я подошла, она меня обняла и сказала, храни тебя Господь. Мама неверующий человек. Но именно эту фразу, последнее, что она мне сказала. И я от нее к отцу. Он меня обнял крепко-крепко и сказал, все разберутся. Ну, а что рассказывать про то, как тебя привезли, как тебя шмонали? Ну, это уже клише есть такое, когда тебя догола раздевают, во все твои отверстия лазят пальцами,
у меня очень хорошие были волосы. Это была просто вот такая копна. И вот это все, вот, это был караул. Я все время плакала. И когда фотографировать начали, он говорит, я не могу ее снять. Как ее успокоить? По щекам. Я увидела своего майора Митрофанова, своего следователя, который мне сказал, я, по-моему, вам уже рассказывала, первую фразу, которую он мне сказал, ну вот, английских видел, американских, французских, ну теперь югославскую посмотрим. На этот момент 20 ноября 18. 31 декабря мне 19 исполнилось. Он читает тебе статью 58.1а через 19-ю статью. Как это я спросила, а что это такое 19-я статья? Это имело намерение изменить родине. И я спросила, я не изменяла, а вот это мы посмотрим. А дальше начались ночные допросы. Там как все рассчитано. Ты минут, наверное, за 15 тебя приводят. Ты ложишься, только ты засыпаешь. И вдруг уже подъем. Не сразу всплыло это письмо. Нет, не сразу. Он как-то, вот вроде все на спад идет, вот, и вдруг, бац, он тебе, вот, ты знаешь, вы никакого не было, а ты знаешь Бианку из итальянского посольства. Ну-ка расскажи, как ты с ней познакомилась, чего ты с нее переправляла. И одно письмо, одно. Ну, потом, как это тебе пришло в голову пойти в югославском посольстве? Но он что-то рвет. Ты же не знаешь, чего он рвет. Это Филькина грамота. Вот так, видишь? Какой брак? Ты сожительствовала с врагами. 31 декабря меня вызывают утром. У меня день рождения. Сидит мой Митрофан. Вот такой между нами происходит диалог. Ну, как дела? И я идиотка. Отвечаю. Какие дела? У меня никаких дел нет. Дела у вас. Все. За оскорбление следователя 3 суток карцера. Это маленькое. То есть ты можешь только спиной к стене и протянуть ноги. Но холодно. Даже моего легкого платья у меня нет. Одна комбинашка, которой уже дырки пошли. 2 суток я сидела, 3 он меня помиловал. Я еще вам не сказала, какой грех я на свою душу взяла. Один из допросов дневных мой Митрофан все время звонил и искал пенициллин для ребенка. А я сидела и говорила, Господи, хотя бы не нашел, пусть подохнет его ребенок. Да, сидела и говорила так про себя, смотрела на него, он на меня не смотрел, он по одному номеру звонил, по другому, никак не мог найти этот, а я сидела на него, смотрела, он же на меня не смотрит, и так смотрела, хоть бы не нашел бы этот пенициллин, пусть подохнет его ребенок, пусть подохнет его ребенок. Да, да, о, какая ненависть была. Ну, наконец, приходит мой черед. Приводят в бокс.
сидит подполковник, хорошо выбрит, гладенький, такой здоровячок. Но он сидит, и рост не знаю. Полистал там папки. Встать. Встаю. Куда денешься? Именем дролевали, я это не помню. Особое совещание в составе, ну, там кого-то, этого я не помню и не слышала, приговорила за изменческие настроения и антисоветскую агитацию к 8 годам лишения свободы, ВТЛ там. Когда я услышала 8 лет, как я разоралась, 8 лет, за что? 8 лет, как начала орать, он мне сует подписывать. Какое подписывать? У меня, ну вот, какой-то был нервный срыв. Прибежали эти 2 мужика, а я свое ору 8 лет. Вот ничего, кроме этих 8 лет. Я не подписывал свой приговор не потому, что по идейным соображениям. Просто я была не в том состоянии. А то, что не было суда, вас это удивило? Нет, особое совещание было. Какой суд? Тогда судов не было. Вы что? Значит, сижу я, как говорила моя подруга Нина Менцендорф, и никого не трогаю. Вызывают тебя на этап. Дальше происходит ужас. Значит, нас заталкивают в это купе, и в этот вагон набивается, я боюсь даже сказать, сколько молодняка такого здорового. Это их везут строить бумажный комбинат в Соколе. Сначала куда меня отправили? На повал. Зима. Я пилить ничего не умею. Пила здоровая. И мы, Шурочкой Цыбезовой, она, может быть, даже еще и меньше и худее меня была. Мы не можем даже одну. Это сосны корабельные, на экспорт шли. Ну, у нас ничего не получается. Это был караул. Бригада ненавидит нас. Пайку мы не получаем, но там, по-моему, 200 грамм, что ли, все равно, и мы отдаем, мы не берем. Иногда конвой, ну, такие случаи были, я не скажу, что часто, но были. Скажут: так, твою мать, отойдите! Ну, засранки или еще что-нибудь похуже. Мы отойдем в сторону. Он свою винтовку снимет, прислонит к другому стволу. Как быстро, один, вот этой ножовкой такой. И глядишь, и сосна упадет. Это был тяжелый сезон, который очень плохо кончился. Это ремонт железной дороги. То есть замена шпал, поднимать рельсы. Я первый день, когда пришла обратно, кроме... Вот я шла обратно и думала, только бы дойти. Никто со мной в пару не идет таскать эту шпалу. Я как делала? Поднимала с одной стороны, а потом эту сторону вот так. Я же не могла ее тащить на плече, как они таскали. У меня началось кровотечение. Прям там. Я потеряла сознание. Слава Богу, проезжал десятник на своей этой, как называется, дрезина, на узенькой. Погрузили туда, дали конвоира одного и отвезли меня на комендантский в лазарет. Меня еле успели спасти. Я уже там поняла, что Радойцу я уже никогда не увижу.
Уже там я поняла, что на этом надо крест ставить. А мама мне все время присылала огоньки бандеролью. Можно было. А этот журнал был как бы с годовой, что ли, давностью, и крестик на нем стоял. Поэтому я его отложила и читал 2 дня в запой эти журналы, а потом взялась за этот. И так большой снимок, ну, на весь лист. Я его узнала сходу. Видите, он уже совсем... Все хотели видеть эту историю. Сейчас мы ее... Вот она, эта история. Вот этот человек. Ага. За Чайбалсаном. Как же я его... Я вам сейчас карточку покажу. Хотя это все уже старое. Так. О, что со мной было. Господи. То есть вы сидите в лагере и получаете огонек с его портрета. Кончилась эта история тем, что я написала стихи. Как страшно и жутко, что мной ты потерян, но как беспощадно, что найден опять. О, научи, перед кем на коленях, поверженно робкой с молитвою стать, кому помолиться, чтоб счастье вернулось, чтоб ожил твой смутный портрет. Не помню, бумажная встреча, страшна и печальна. Ты жив, и ты нужен по-прежнему мне. А может, когда-нибудь так же случайно я тихо навстречу выйду к тебе. О, Бог мой, молю, как рабыня без воли, найди его в синем волшебном краю, и пусть задохнется на миг он от боли, что в чем-то предал северянку свою. Вот такие стихи написала. Потом там переписывали эту историю. О, Господи, весь лагерь гудел несколько дней. Вот у Люды какая история. Да, это было. Иду в очередной раз на свою работу. По этой узкоколейке сзади меня истошный крик. «Ермилова! Ермилова!» Поворачиваюсь. «Твой папа приехал!» Пап сидит в комнате для свиданий. Мы обнимаемся. Боже мой! Ну, как я рыдала, даже рассказывать не буду. И он говорит, что он был у начальника ветлага, и он подписал мои документы на освобождение. И как только меня папа привез оттуда, именно благодаря ему я и выползла, мама меня привезла в Харьков, привела к Казанской Божьей Матери, к иконе, и сказала: да, ты дашь слово, что ты никаких телодвижений в том направлении делать не будешь. Вот ты мне поклянешься. И я поклялась. Я была знакома с Джорджем Марьяновичем, который взял мое письмо. Мне плевать уже было на мои клятвы. Я хотела, чтобы он знал, какую цену я заплатила за знакомство с ним. Так Джордж Марьянович попадает в эту аварию и становится овощем. Вот судьба не хочет. Не хочет. Была еще одна возможность. Так тогда, когда Наташа послала своего сына, вот Наташа Маркович, и я написала письмо, а оказалось, что он уже полгода как умер. И на военном кладбище похоронен. То есть вы так никогда и не встретились с ним? Нет. Вы не украли, вы ни с кем не поссорились, не подрались. И вы не понимаете, пока не оказываетесь вот во внутренней тюрьме Лубянки. И выясняется, что
что это за то, что вы полюбили не того, кого можно. А совсем наоборот, нельзя. И выясняется, что опять виноватых нет. А практически они же отобрали у нас и судьбу, и здоровье, и счастье, которое могло быть. Но не случилось. И виноватых нет. И смотри на эту бумажку. Я ее наизусть знаю. За отсутствием состава преступления.